Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусное и сытное блюдо. Картофельные рулетики-драники с курицей и сыром. Тесто делаем из сырого картофеля, без муки. Получается невероятно аппетитное блюдо с золотистой корочкой, сочной начинкой и расплавленным сыром. Можно подать как горячее на ужин или как оригинальную закуску на праздничный стол. Приготовлю картофельное тесто. Для этого мне понадобится картофель натираю на крупной терке. И также сразу я натираю небольшую луковицу. Луковый сок не даст картофелю потемнеть. И периодически натертый картофель я буду перемешивать, чтобы он смешивался с луковым соком. Таким образом натираю весь картофель. У меня 4 крупные картофелины, весом очищенные 800 граммов. Теперь картофель с луком я хорошо отжимаю. Лишняя влага мне не нужна. Перекладываю в миску. Как видите, благодаря луку картофель совершенно не потемнел. У меня здесь образовалось довольно много сока. Этот сок я не использую. Добавляю к картофелю сметану. Для рецепта лучше всего использовать жирную сметану 20-25%. Разбиваю 3 крупных яйца. Немного все перемешаю. Сметана также способствует тому, что картофель не будет темнеть. Также на крупной терке натираю кусочек сыра моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. Добавляю сыр в миску. Немного перемешаю и теперь добавляю специи и соль. Соль добавляйте в зависимости от того, какой вы используете сыр. Я добавлю примерно 1,5 чайной ложки. Черный перец берем также по вкусу. Также я добавляю чайную ложку сушеного чеснока, чайную ложку смеси итальянских трав, пол чайной ложки паприки и добавлю буквально четверть чайной ложки куркумы. Хорошо все перемешиваю. Получилось вот такое картофельное тесто без муки. Противень размером 32 на 42 сантиметра выстелила пергаментной бумагой и слегка смажу растительным маслом. Отправляю на него мое картофельное тесто и хорошо все разравниваю. Я стараюсь все распределить очень равномерно. И сейчас я все отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Приготовлю начинку. Для этого мне понадобится средними кусочками режу чеснок. Также средними кусочками режу лук. Грибы разрезаю пополам и режу пластинками. Куриное филе режу также средними кубиками. Сначала разрезаю на полоски и затем на кубики. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло, отправляю обжариваться сначала чеснок, и когда он дал такой легкий аромат, добавляю лук. Обжариваю до легкого золотистого цвета. Добавляю грибы и также их обжариваю, чтобы ушла лишняя влага и они слегка подзолотились. Я все обжариваю на большом огне при постоянном помешивании. Добавляю в сковородку куриное филе, по вкусу солю, добавляю черный перец и добавляю специи. Чайную ложку сушеного чеснока и я добавлю чайную ложку орегано. Курицу я обжариваю буквально в течение 5 минут. Как только она поменяла свой цвет, добавляю сюда сметану.
Перемешиваю. Получается курочка с грибами в таком легком сметанном соусе. И также сюда добавлю 1 чайную ложку сахара для баланса вкуса. Обязательно попробуйте на вкус, чтобы хватало соли, перца и других специй. Сковородку выключаю. Начинка готова. И как раз у меня запеклось картофельное тесто. Посмотрите, как оно слегка подрумянилось сверху. И теперь сразу вот это полотно я разрежу ножом для пиццы на отдельные кусочки. Разрезаю сначала пополам вдоль. И теперь разрежу еще на 3 части. Фактически получается такой драник с сыром. Очень аппетитно. И вы видите, тесто такое гибкое. Я подрезаю здесь края ножиком. Теперь сверху на каждый кусочек выкладываю начинку. И скручиваю рулетик. Так как тесто сейчас еще горячее, можно помогать себе лопаткой. И таким образом я сворачиваю все рулетики. Выкладываю начинку. Лучше начинать сворачивать от края, так как в середине теста всегда получается немного толще. И, конечно, лучше всего сворачивать, пока тесто еще горячее. Помогайте себе лопаткой. Я натру еще немного сыра. И выложу его сверху на рулетики. И теперь я рулетики отправляю обратно запекаться в духовку при температуре 180 градусов еще на 10-15 минут, чтобы сверху расплавился и подрумянился сыр. Рулетики вот так красиво подрумянились. И, конечно, горячие сразу подаем к столу. Такие рулетики можно подать с любым салатом. Я подаю просто с помидорами, с луком. Добавляю соль, немного орегано, оливковое масло и пару капель бальзамического крема. Эти картофельные рулетики получились не только вкусные, но и такие красивые. Обязательно их приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!